Думаю, что большинство из нас имеет примерно одинаковое представление об инквизиции. Кучка озверевших монахов, совершенно спятивших от воздержания, хватает по пустым доносам невинных людей, волочит их в застенки, подвергает там допросу с применением живодерских пыток, во время которых несчастных заставляют сознаться во всяких мерзостях, типа что они вызывали сатану в виде черного козла и целовали его в зад, а потом их отправляют на костер, где и сжигают живьем. Временами костер состоит из книг. Больше всех от этой напасти страдают самые красивые женщины, которых считают ведьмами, и самые образованные мужчины, которые не хотят признать, что земля не вертится. Похоже на то, что у вас в голове? Пепел класса стучит в ваше сердце? Самое время немножко скорректировать этот страшный образ, начавший устаревать еще в середине прошлого века. С точки зрения достаточного количества историков, эта картинка, которую я только что нарисовала, не имеет под собой практически никакого основания. Если бы обычный, нормальный, современный человек внезапно попал в условия средних веков, писал, к примеру, Алан Мейкок, то он бы без сомнения от всей души поддержал создание инквизиции. Я в XIII веке не бывала и полагаю, что истина лежит где-то посередине. История инквизиции охватывает 500 лет и несколько стран. Причем трибуналы инквизиции действовали не только в Европе, но и в европейских колониях, в Америке и на Гоа. Не может быть, чтобы везде все было одинаково. Сегодня мы сфокусируемся на истории Испанской инквизиции, самой печально знаменитой, ставшей в общественном сознании как бы образцовой инквизицией, концентрированным выражением средневекового фанатизма и жестокости. Я спросила своих знакомых, образованных людей, так многие вообще удивляются, что была еще какая-то инквизиция помимо испанской. При этом парадокс состоит в том, что никто в прямом смысле слова не ожидал испанской инквизиции. Испания последняя ввела у себя инквизиционные суды после столетий сопротивления. Испанская инквизиция, строго говоря, даже не была средневековой. Я понимаю, что некоторые историки растягивают средние века чуть не до Вольтера. Но я лично считаю, что конец XV века – это уже вполне новое время. В настоящие средние века Пиренейский полуостров вообще еще был наполовину под маврами, то бишь мусульманами. Католическая инквизиция существовала лишь в королевстве Арагон, и там инквизиционные суды появились только потому, что туда бежали еретики из Франции, из Лангедока, из-за которого инквизиция вообще была организована. Но это была совершенно другая инквизиция, потому что то, что в конце концов создала у себя Испания, сильно отличалась от классического образца. Мы часто представляем себе трибунал инквизиции как ужасный, жестокий и несправедливый суд. Но по сравнению с чем? С каким справедливым и гуманным судом? В средневековой Европе никаких таких справедливых на рациональных принципах базирующихся судов не существовало. Учреждение инквизиции было во многом попыткой улучшить судопроизводство и спасти невинно обвиненных от смерти. Установление законов против еретиков возникло в значительной мере для безопасности подозреваемых, которых до этого просто линчевали. А появление независимого от местных властей церковного суда должно было бы предотвратить злоупотребление этих самых местных властей, которые в условиях феодализма имели практически неограниченные права. Я разверну. Психология среднего европейца в средние века сильно отличалась от современной. Религиозность не была вариантом мировоззрения, ее не выбирали. Человек мог иногда выбирать конкретную религию, но не религиозный взгляд на мир. Человек рождался в вере, он ею жил и дышал. Никто не сомневался, что Бог существует. Концепция посмертного воздаяния никем не оспаривалась, кроме буйных сумасшедших. Христианская церковь не просто пользовалась большим уважением, чем сейчас. Церковь зачастую, почти всегда,
была средоточием добра в очень холодном и жестоком мире. Монастыри были странноприимными домами и госпиталями, всегда бесплатными. Образование от начального и до университетского уровня было сосредоточено вокруг церкви. Кто ухаживал за больными? Монашки. Кто учил ваших детей читать и писать? Местный поп. Кто был вашим бесплатным психологом? Ваш исповедник. Кто не давал умереть от голода нищим и обездоленным? Церкви. Я не говорю, что все церковные люди и организации были прям святыми, но за неимением социальных служб и каких бы то ни было альтернатив, церковь по факту была сосредоточием продуктивного добра, а также очагом культуры. Выступления против церкви встречались с исключительным возмущением, в первую очередь даже не церковью, а самими прихожанами. Выпад против церкви был выпадом против основ общежития, против всего хорошего и упорядоченного, что было в их жизни. Разъяренные толпы могли запросто вздернуть человека, подозреваемого в ереси, на первом же суку безо всякого суда и следствия, что происходило сплошь и рядом. Местные суды, председательствуемые местным феодалом, были абсолютно никому не подотчетной пародией на суд. И ответом на это было введение независимых от местной власти церковных судов, чем и была Святая Инквизиция. Я не пытаюсь сейчас полностью оправдывать средневековую инквизицию, я не говорю, что она была белой и пушистой. Жанну д'Арк сожгли, Джордано Бруно сожгли. Но она была страшно далека от сложившегося образа зверского карательного органа. Ее основная цель, как она сама ее видела, заключалась в спасении максимального числа людей от гиены огненной, страшней которой не было ничего на свете. Меньше всего инквизиция хотела отправлять человека на костер, потому что казнь была показателем того, что она не выполнила своего предназначения. То есть инквизиция была создана не для того, чтобы жечь на кострах ведьм, а для того, чтобы убедить отколовшихся от правильной на тот момент христианской веры еретиков вернуться в лоно церкви. И в течение веков не было речи о казни еретика. С точки зрения церкви он сам себя наказывал самым распоследним образом. Все понимали, что мучения пыток и костра были ничем в сравнении с вечными муками ада. Все, что церковь хотела сделать, это в прямом смысле слова, без тени иронии, спасти заблудшего. И она это делала настолько энергично, насколько могла, постоянно имея в виду, что еретик вредит не только себе, но и смущает окружающих, распространяя заразу ереси и обрекая тем самым других людей на вечное проклятие. В глазах наших современников инквизиционные суды накрепко связаны с сожжением на костре, хотя не инквизиция этот вид казни придумала и не она осуществляла. На кострах людей жгли издревле и повсеместно. В Древнем Риме, к примеру, так наказывали отцы-убийц. В средние века сожжение на костре было обычным наказанием за серьезные преступления. Костер был страшнее виселицы, более жестокое театральное действо должно было отвратить потенциальных преступников от повторения чужих ошибок. Ад в глазах средневековых людей не был абстракцией, он был ужасающей гарантией ошибочных взглядов. А поскольку ошибочные взгляды в условиях отсутствия не только интернета, но и грамотности иногда охватывали целые обширные регионы, инквизиция периодически ввязывалась в самые настоящие войны между областями и государствами раздробленной Европы. И в XIV веке она уже для многих кажется попыткой Рима распространить свое влияние за пределы своих владений. И Испания была одним из мест, которое очень долго сопротивлялось организации у себя инквизиции. И очень резко изменила позицию по этому вопросу в течение правления одной королевской четы, превратившись из самого религиозно-толерантного государства в Европе в самое нетерпимое. Все началось с арабов. В VIII веке Иберия покоряется арабам, и появляется Ал-Андалус под властью халифата омейядов.
большая часть Пиренейского полуострова становится частью исламского мира. Это не означало, что христианство на полуострове исчезло. Мусульмане не преследовали ни христиан, ни иудеев, считая их людьми книги, то есть сторонниками правильной веры, верящими в нужного Бога. Тем не менее, те и другие были до определенной степени поражены в правах, и обращение в ислам хоть и не навязывается, но поощряется. В целом же Кордовский халифат был исключительно просвещенным и толерантным государством, где 3 религии сосуществуют в редком для средневековья мире. Но христиане медленно теснят мусульман на полуострове в течение 5 веков. И когда в Европе появляется инквизиция, только половина Пиренейского полуострова все еще под маврами. Но это уже не та цивилизованная и утонченная империя, центр наук и искусств, где переводили Аристотеля и писали медицинские трактаты. Последние исламские правители Испании, альмахады, сменят терпимость прежних властителей на исламский фундаментализм, начнут гонения на христиан и евреев и, в конце концов, своими руками ускорят окончание реконкисты. Христианские государи отвоюют южную половину полуострова у последних эмиров, после чего Изабелла и Фердинанд отказываются от титула монархов 3 религий, становятся католическими королями, на самом деле даже убер-католическими, Rex Catholicissimус, в превосходной форме, то есть такими католическими, что дальше некуда. И они начинают энергично вычищать новоявленное королевство Испания от нехристи и еретиков. Испанские монархи хотели бы наладить династические связи со всей Европой и начать эффективно противостоять Франции. Но на их пути встала их репутация как излишне толерантных нехристиан. 500 лет сосуществования с маврами дали свои плоды. Иностранцы, путешествующие по полуострову, постоянно замечают с ужасом, насколько испанская культура была пропитана мавританскими влияниями. И новоявленным правителем всей Испании формально это еще объединенное королевство Кастилии и Арагона. Нужно было срочно что-то предпринять, чтобы улучшить свой имидж в глазах всей Европы и папского престола. При этом у католических королей были большие проблемы с папами римскими. Католическая церковь после реконкисты сделала бравую попытку усилить свои позиции на полуострове, к примеру, загрести под себя отобранные у мавров территории. Запустить на полуостров папскую инквизицию было для Изабеллы и Фердинанда все равно, что расписаться в вассальной зависимости от Рима. С другой стороны, ссориться со всем христианским миром им тоже не хотелось. И создание местной инквизиции могло быть способом как бы уступить требованиям папы, в то же время гарантируя, что короли сохранят контроль над церковью в своей стране. В 1478 году Фердинанд II уговорит папу Сикста IV на то, чтобы инквизиция в Испании контролировалась короной. И когда я говорю «уговорит», я имею в виду, что он пригрозил отвести испанские войска, защищавшие Рим от турок. И папа издает буллу, позволяющую неслыханное до сих пор. Испанские монархи могут сами назначать инквизиторов для своей страны. Испанская инквизиция была уникальной, потому что ее не возглавлял Папа Римский. Главой инквизиции стал монарх Испании. Он назначал генерального инквизитора. И это была единственная государственная должность, власть которой распространялась на все королевство Испании, включая американские вице-королевства. Инквизиция, несмотря на свой титул «святой», не обязательно формировалась духовенством. Это был бюрократический орган, имеющий при этом полномочия преследовать в том числе членов церкви, чего не могли делать короли только силой своей светской власти. Одновременно короли получали инструмент подавления политической оппозиции. В то время королевская власть основывалась на божественном праве и на клятвах верности, данных перед Богом. Поэтому связь между религиозным диссидентством и политической изменой казалась очевидной. В результате среди подследственных испанской инквизиции
окажется непропорционально высокое представительство дворянства и высшего духовенства. Одним из наиболее поразительных аспектов организации Испанской инквизиции была ее форма финансирования. Ее не финансировали, у нее не было бюджета. Инквизиция материально зависела от конфискации имущества осужденных. Разумеется, такая ситуация была открыта для злоупотреблений. Как выразился один из критиков, если эти не горят, то те не едят. Первое аутодафе было организовано в Севилье в 1481. 6 человек сожгли живьем. После чего инквизиция быстро распространяется, и уже к 1492 трибуналы были в 8 кастильских городах. Папа Римский был в тихом ужасе. Он запрещает инквизиции распространяться в Арагон, замечая, что многие истинные преданные христиане по доносам врагов, соперников, рабов и других низких людей, и еще того хуже, без какого-либо суда и следствия были заключены в светские тюрьмы, подвергнуты пыткам и осуждены как упорствующие еретики, лишены своих привилегий и собственности и казнены с большой опасностью для их душ, подавая пагубный пример и вызывая ужас у многих. В ответ король пригрозил, что он вообще выведет инквизицию из-под контроля церкви. В результате в 1483 папа выпустит новую буллу, назначающую Торквемаду главой инквизиции Арагона, Валенсии и Каталонии. Молот еретиков, свет Испании, спаситель своей страны, честь своего ордена. Томас Торквемада станет символом жестокого религиозного фанатика почти нарицательным именем. Энергичный, суровый, очень начитанный богослов. Он быстро организует и поставит на поток работу трибуналов в 2 десятках городов Испании. Порядок работы инквизиции будет таким. От учреждения трибунала в городе жителям давался 30-дневный срок на покаяние, в течение которого все, решившие добровольно прийти и покаяться в ереси, отделываются незначительными наказаниями. В то же время инквизиция активно собирала свидетельские показания против тех еретиков, которые не желал признаваться сам. По истечении месяца вы уже не могли надеяться на снисхождение. И если соседи замечали, что по субботам у тебя из трубы не идет дым, пиши пропало. Строго говоря, инквизиция имела силу только над христианами. Иудеев, мусульман и позже язычников, индейцев она не трогала. Ее дело было спасение душ тех, кто объявлял себя христианином ради налоговых послаблений или чтобы избежать депортации по королевскому эдикту. Антисемитские настроения в XIII веке, усилившиеся по всей Европе, распространились и на христианскую Испанию и привели, в конце концов, к мощным погромам в городах. Чтобы спасти свои жизни, многие евреи принимают крещение. Порядка 200 тысяч человек или крестятся, или становятся анусим, подпольными евреями. Возникает новая социальная группа – конверсос, новые христиане. К XV веку многие потомки выкрестов уже имеют значительные посты в правительстве и даже в церкви. Рост богатства и власти конверсос вызвал негативную реакцию как аристократии, так и городского среднего класса. В изобилии появились антисемитские теории заговора. Говорили, будто конверсос – часть еврейского подполья, пытающегося разрушить испанское дворянство и католическую церковь изнутри. По договору о капитуляции Гранады маврам и евреям на бывших исламских территориях была гарантирована религиозная терпимость. Но буквально через 3 месяца новый указ 1492 объявляет евреям, что они должны или креститься, или покинуть страну. С 1502 года мусульманам тоже пришлось выбирать между обращением в христианство и изгнанием. В результате в стране образовывается значительная прослойка населения, принявшая христианство не то чтобы насильно, но вынужденно. И инквизиция подозревает, что эти новые христиане на самом деле тайно исповедуют старую веру. И именно на них она обрушивает свой молот. В некоторых областях более 99% осужденных были евреями. Сколько евреев покинуло Испанию в те годы, с тем, что они могли унести в руках, точно неизвестно, но это были сотни тысяч.
Расследование тайных иудеев было так активно, что к началу XVI века прекратилось почти совсем, за неимением объекта преследования. Конфискация имущества изгнанных и осужденных было серьезным подспорьем для испанской казны. Всех, кто добровольно представали перед инквизицией, поощряли разоблачать других, и осведомители были основным источником информации. Доносы были анонимными. Это делалось для защиты обвинителей от мести семьи обвиняемого. Но на практике изобиловали и ложные доносы, о которых я еще расскажу дальше. После доноса обвиняемые брались под стражу, и на их имущество накладывался арест. Нередко родственники подсудимого оказывались при этом в полной нищете. После чего подсудимого тащили на допрос, где ему, между прочим, назначался защитник, член самого трибунала, роль которого заключалась обычно в том, чтобы подбивать подсудимого признаться. Допрос производился в присутствии нотариуса, который педантично записывал слова подсудимого. Архивы инквизиции, по сравнению с архивами других судебных систем той эпохи, поражают полнотой документации. Это позволяло инквизиции уверенно обнаруживать рецидивистов, людей, которые были в прошлом осуждены, покаялись, были отпущены, и вот снова взяты по той же статье. С рецидивистами, в отличие от попавшихся в первый раз, инквизиторы совершенно не церемонились. Рецидив был прямой дорогой на костер. Для получения признания инквизиция применяла пытки, но не так систематически, как это представляется общественным мнением. Были четкие правила относительно того, когда, кому, сколько раз, как долго могли применяться пытки. Пытки можно было применять только тогда, когда вина осужденного была практически доказана, а он все еще упирался и не желал выдавать сообщников. Поскольку информация, полученная под пытками, считалась недостоверной, то если обвиняемый под пыткой выказывал желание во всем сознаться, его отводили в другую комнату, где он совершенно без принуждения давал показания. Вообще-то пытки применялись во всех гражданских и религиозных процессах в Европе. Испанская инквизиция использовала их меньше и реже, чем это было принято в то время. Теоретически ей было запрещено калечить, пускать кровь и наносить какой-то необратимый ущерб здоровью заключенного. На практике, конечно, дыба – это дыба, и пытка водой навряд ли приятнее порки кнутами. В любом случае, за самые серьезные правонарушения было разрешено применять максимум 8 сеансов пытки, каждый из которых не больше 15 минут. Римская инквизиция, для сравнения, разрешала 30 минут, а светские суды вообще не имели никаких нормативов. Короче говоря, инквизиционные процессы зачастую были более гуманными, чем обычные гражданские и уголовные. Настолько, что инквизиторы жаловались, что люди, отправленные в тюрьмы короля, богохульствовали и обвиняли себя в ереси только для того, чтобы их отправили под юрисдикцию инквизиции вместо юрисдикции короля. Это вызывало перегрузку священных трибуналов. Были даже зарегистрированы жалобы инквизиторов на людей, которые богохульствовали в основном зимой, только для того, чтобы их задержали и накормили в тюрьме. Результаты судебного разбирательства могли быть следующими. Крайне редко подсудимый мог быть оправдан, чаще всего по причине того, что донос на него оказывался клеветническим. И после этого в инквизицию тащили уже клеветника. За клевету полагалось тюремное заключение, иногда пожизненное. Чаще всего подсудимых наказывали. Они должны были публично покаяться и принять эпитимию. Наказания варьировались от ношения сан-бенито, позорной покаянной одежды, многочисленных молитв и вегетарианства, до галер и конфискации имущества. Ни о какой смертной казни речи не шло. Инквизиция не имела права отправлять преступников на эшафот. В самых худших случаях подсудимого передавали для наказания светским властям, посылая вслед подобающие добрым христианам мольбы о сострадании. Если приговор был обвинительным, это означало, что осужденный должен был участвовать в церемонии аутодафе – акте веры, про который тоже ходят страшные слухи и написаны живописные картины. Вообще-то аутодафе
были не казнями, а праздничными мероприятиями, призванными продемонстрировать религиозный энтузиазм. И они включали католическую мессу, массовые молитвы, публичное шествие признанных виновными и оглашение приговоров. Казни в мероприятия не входили и всегда проводились после аутодафе. Скандально прославленное сожжение на костре живьем применялось довольно редко, в большинстве своем к нераскаявшимся еретикам и рецидивистам. Распределение наказаний значительно менялось с течением времени. На первых этапах истории инквизиции смертельные приговоры были гораздо более часты. Суд Валенсии, один из самых активных, применял смертную казнь к 40% осужденных до 1530 года, но позже этот процент снизился до 3%. К середине XVI века суды инквизиции отменили пытки, и смертные приговоры стали редкостью. А к XVIII веку функции Святой Канцелярии практически свелись к книжной цензуре. 26 июля 1826 года школьный учитель Каэтано Риполь, преподававший ученикам деизм, стал последним человеком, казненным инквизицией. Эта казнь вызвала общеевропейский скандал и окончательно испортила репутацию Испании, которая и без того была не очень-то хороша. Наконец, 15 июля 1834 года Испанская инквизиция была окончательно упразднена указом, подписанным королевой-регентом Марией Константиной, женщиной современной и либеральной. По современным оценкам, общее число привлеченных к ответственности Испанской инквизиции за всю историю ее существования составляло примерно 150 тысяч человек, при этом казнено было в среднем около 2%. То есть примерно общее количество казненных составило около 3000. Некоторые авторы считают, что число жертв могло быть выше, до 5000. В любом случае, это значительно ниже, чем количество людей, казненных исключительно за колдовство в других частях Европы. Примерно в тот же период времени, по оценкам, это от 40 до 60 тысяч. Точно неизвестно, сколько богатств было всего конфисковано у обращенных евреев и других осужденных лиц. Известно, к примеру, что богатства, конфискованные за 1 год гонений в маленьком городке Гваделупа, покрыли расходы на строительство королевской резиденции. Имеются многочисленные свидетельства испанцев того времени о том, что инквизиция была придумана просто для того, чтобы грабить людей. То есть, судя по статистике, а я еще раз повторяю, инквизиция оставила исключительно дотошные архивы, знаменитая испанская инквизиция была не столько душегубом, сколько грабителем. Отчего же именно испанская инквизиция стала жупелом и традиционным образцом религиозной нетерпимости и зверств? По этому поводу все еще ведутся споры. Но в целом можно сказать уже со всей ответственностью, что в создании этой так называемой черной легенды об испанской инквизиции повинны несколько источников как внутри самой Испании, так и за рубежом. Во-первых, как я объяснила, Испанская инквизиция имела возможность судить в том числе духовенство за коррупцию и другие преступления, а также она уверенно и систематически привлекала к ответственности высокопоставленных светских людей. В результате она постоянно нервировала самых могущественных людей, как внутри Испанской империи, так и в Ватикане. В то время как для простого испанца-мирянина, у которого не было ни образования, чтобы изложить свои мысли на бумаге, ни связей, чтобы распространить их, инквизиция была гораздо более снисходительной, чем обычные суды и королевские тюрьмы, где морили голодом и применяли пытки безо всяких ограничений. Для сильных мира сего инквизиция была гораздо хуже, чем то, к чему они привыкли, а именно к полной безнаказанности. И в результате самые недовольные люди были одновременно единственными, кто умел писать и мог распространять свое мнение на международном уровне. И валовое количество общего числа опубликованных отчетов об инквизиции составили возмущенные отзывы от испанской знати и церковников. Во-вторых, внешние враги Испании, а Испания в течение практически всей истории нового времени была в перманентной войне чуть не со всем светом,
создавали крайне искаженный образ страны и ее инквизиции для политической пропаганды. В результате в XIX веке испанская инквизиция уже превратилась в архетипический символ мракобесия для всего цивилизованного мира. В готической литературе, написанной преимущественно протестантами, она превратилась в то воплощение католических суеверий и жестокости, которое мы до сих пор держим в памяти, и который пора пересмотреть хотя бы в некоторых частях. Никто не ожидал такого от испанской инквизиции, не правда ли? Напишите внизу, о каких еще эпизодах истории инквизиции вам было бы интересно послушать. Ересь альбегойцев, процессы против ведьм. Еще о чем-то, чего я не упомянула. Следующее видео будет о долгожданной Остинской кампании, но оно выйдет не на следующей неделе, а через неделю, 19 августа. Постарайтесь пока по возможности отдохнуть и расслабиться. Лето кончается. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.